Путин призвал вывести войска. Новое обращение к военным и Зеленскому. Слиты переговоры европейцев. Киев готовят к опасности. Реакция на резонансный разговор. Атака дронов на Зеленского. Президентский самолет с Зеленским и его супругой на борту. Главная цель, почему силы ПВО не открыли огонь. Главные секреты Моссада, одной из самых известных разведслужб мира, переходят в руки выходца из Беларуси. Уроженец Мозыря получает ключ ко многим тайнам. Армия Казахстана поднята по сигналу. Корабли выведены в Каспийское море. Для чего? Узбекистан готовит десятки миллионов долларов на битву за воздух. Сейчас же началась война с тандырами и шашлычниками. Громкий скандал. Перезагрузка 95-го квартала в Украине. Белорусам и россиянам открывают дорогу в Европу с надсимволикой и открытие второго фронта. Каковы цели и реакция Киева? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка. Прямо сейчас, пожалуйста, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. И начинаю с масштабного расследования во Львове. Там во время мобилизационного рейда был убит сотрудник ТЦК или же военкомата. Подозреваемый — это мужчина, у которого решили проверить военно-учетные документы. Теперь в оперативном командовании «Запад» пишут, что такое нападение демонстрирует тенденцию, которая приобретает опасные черты. Часть украинцев начинает воспринимать военных как стороннюю силу, якобы угрожающую их повседневной жизни, а не как защитников, которые обеспечивают возможность этой жизни продолжаться. Это цитата. Кроме того, в оперативном командовании заявляют о том, что у украинцев видны симптомы кризиса доверия, которые выражаются не только в таком вооруженном нападении, но и в том, как ведут себя часто женщины, которые пытаются отбить мужчин от того, чтобы их мобилизовали. Военные в официальном сообщении пишут, что в таком случае мужчины выставляются жертвами, а не нарушителями воинского учета. Также есть и такие слова. Вслушайтесь. На фоне продолжительной войны, информационных атак, дезинформации и сознательно раздуваемых нарративов о злоупотреблениях мобилизации, преследованиях или бусификации, у определенной части общества формируется потенциально разрушительное убеждение, что армия и территориальный центр комплектования и социальной поддержки не инструменты государства, а силы, с которыми нужно бороться. И такая позиция является продуктом не только российской пропаганды, но и внутренней нормализации агрессии, в частности в социальных сетях и частных разговорах. В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лубенец заявил, что украинцы относятся по-разному к ВСУ и к ТЦК. Причина проста. Военкомы часто позволяли себе делать то, что не предусмотрено законом, говорит Лубенец. В первую очередь это проверка документов, которую могут проводить лишь полиция, пограничники или представители Нацгвардии. А также военкомы не имеют права ограничивать свободу украинцев. Второе. Применять физическую силу работники ТЦК и СП не имеют права. Помещение ТЦК и СП не является местом несвободы. Там не могут задерживать людей, туда не могут доставлять людей для задержания. Там люди не могут находиться несколько суток без возможности элементарно позвонить своим родным и близким. И у работников любых органов власти нет полномочий забирать личные вещи, например, мобильные телефоны, и не предоставлять возможности звонить родным и близким. Друзья, как оцените заявления сторон, согласны или не согласны со словами Лубенца и представителей военных? Перезагрузка квартала. Студия «Квартал-95» зарегистрировала компанию «Квартал.ЮА», которая станет новым юридическим лицом продакшена. И в собственниках теперь не фигурирует имя Тимура Миндича, соратника Зеленского, который бежал из Украины на фоне масштабного коррупционного скандала с отмывом 100 миллионов долларов в энергетическом секторе. Об этом пишет «Детектор Медиа» со ссылкой на пресс-службу «Квартала-95». «Квартал-95» — это большая команда, которая уже более 20 лет профессионально занимается производством аудиовизуального контента. Вся наша работа, творческие решения и управленческие процессы осуществляются исключительно командой «Квартала-95» и не зависят от посторонних лиц. Санкции, введенные против Тимура Миндича, касаются исключительно физического лица и не связаны с деятельностью «Квартала-95» или производством контента. Собственниками новой компании стали те, кто и создавал «Квартал» с нуля, в частности, это актеры «Квартала», фамилии Зеленского там нет. Представители «Квартала» заявили, что Миндич не участвует в операционной, творческой или управленческой деятельности и с ним никто не собирается сотрудничать в дальнейшем.
Главные секреты Моссада, одной из самых известных разведслужб мира, переходят в руки выходца из Беларуси. Уроженец Мозыря Роман Гофман стал главой ведомства разведки и специальных задач. Высокий пост занял благодаря премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Гофман, прошедший путь от танкиста до командующего дивизией, стал ключевой фигурой в координации всех сил безопасности во время войны. В канцелярии премьера подчеркивают его жесткость, находчивость, полную конфиденциальность и способность мгновенно включаться в управление самыми сложными операциями. Родился Гофман в Беларуси в 1976, а уже в 90-м году переехал вместе с семьей в Израиль. Теперь именно ему доверяют тайные операции, агентурные сети и стратегические секреты страны. Очередную утечку переговоров обсуждают в Европе. На этот раз разговор европейцев с Зеленским. Последний под угрозой. Отчет пошел. В ближайшее время он должен быть осторожным. О надвигающейся опасности его предупредил Мерц. Итак, немецкий Шпигель уверяет, что получил стенограмму разговора, в котором участвуют и Мерц, и Зеленский, а еще Макрон, Стуб и другие лидеры Европы, которые открыто говорят: Трамп хочет кинуть Киев, предать Украину в вопросе территорий и не дать никаких гарантий безопасности. Существует возможность, что США предадут Украину в вопросе территорий, не прояснив вопросы гарантий безопасности, сказал Макрон, согласно англоязычной стенограмме разговора, имеющейся в распоряжении Шпигель. После утечки Париж отрицал конкретные формулировки Макрона, а Берлин отказался комментировать отдельные фрагменты разговора, не опровергнув содержание. В стенограмме также говорилось о глубоком недоверии к американским переговорщикам Уиткофу и Кушнеру, с которыми Украину нельзя оставлять один на один. Это, как утверждает Шпигель, слова президента Финляндии Стуба. В то же время переговоры продолжаются. В США в ночь на 5 декабря состоялась встреча украинской делегации с представителями администрации Трампа. Об этом заявил Зеленский, уточнив, что там, на встрече, Украина получит ответ. Далее цитата: «Какие поводы нашел Путин, чтобы затянуть войну и чтобы надавить на Украину и ее независимость?» Путин же, который накануне вечером прибыл в Индию, дал большое интервью индийским медиа и обратился к военно-политическому руководству Украины, заявив, что условия России неизменно уже несколько лет. Он призвал вывести войска и заявил, что Зеленскому надо идти на переговоры. В принципе, все к этому и сводится. Значит, либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска, в конце концов, покинут эти территории и прекратят там убивать людей. Вот я уже говорил, самое главное для них — это осознать, что наилучший способ решения проблем – это договориться мирными средствами о том, о чем мы пытались с ними договориться еще в 2022 году. А что они там собираются делать, на самом деле, это надо у них спросить. Напомню, Украина уже давала ответ. Выводить войска из Донбасса Киев не собирается. Это условие ранее называлось капитуляцией Украины. Как считаете, друзья, будет ли найден компромисс и может ли он быть? Вчера не говорил вам спасибо за вашу поддержку лайком, комментарием и подпиской. Сегодня я исправляюсь. Всем большое спасибо, а я продолжаю. Открытие нового фронта. Армия РФ готова атаковать северо-восток Украины. Поход на Чернигов и Харьков. Еще одна обсуждаемая тема. Z-каналы массово постят информацию. Новое наступление России не за горами. Судя по некоторым каналам, уже многим стало известно о новом направлении в сторону Чернигова. Вооруженные силы Украины знают это. Но что поделать? Там у них сидят далеко не самые боеспособные части, и добавить к ним некого и нечего. Но придется. И тогда начнутся самые главные события. Есть сообщение еще и с таким содержанием о наступлении на Харьков. Харьковское направление будет одним из самых главных на ближайший год. Помимо всего остального, что нас ждет, рвать фронт в сторону Харькова мы будем яростно, дабы защитить Белгородскую область. Тяжелые месяцы зимних сражений уже наступают. Эти сообщения не остались незамеченными. Украинской стороной в СНБО заявили, это часть, далее цитата, когнитивной операции против Украины. В Киеве заявляют, что таким образом Россия давит на Украину во время дипломатических переговоров. Отмечу, что у россиян нет реальных сил и средств для наступления именно на Чернигов. Кроме того, силы обороны Украины контролируют ситуацию в Черниговской области, а провокации врага на приграничье пресекаются силой. Они могут продолжаться и дальше. Подобные когнитивные операции враг уже проводил ранее в отношении Сум и Харькова. Напомню, силы обороны Украины остановили россиян, у которых не было сил наступать на крупные города.
Атака дронов на Зеленского. Президентский самолет с Зеленским и его супругой на борту был главной мишенью 4 военных дронов в небе над Дублином. Ирландская пресса пишет о нештатной ситуации. БПЛА взлетели, нарушив бесполетную зону в тот момент, когда Зеленский летел с визитом в Ирландию. Борт успел приземлиться всего за несколько минут до того, как дроны вышли на точку, где он должен был находиться по расписанию. The Journal со ссылкой на спецслужбы пишет, что использовались крупные и дорогостоящие дроны военной спецификации, предположительно квадрокоптеры, способные зависать на месте и находиться в воздухе до 2 часов. Их огни были включены, что позволило визуально обнаружить аппараты. Предварительно дроны могли взлететь с северо-востока Дублина, района Хоут или с незамеченного судна. Кто их запустил, пока неизвестно. Ирландские власти не называют произошедшее покушением, так как нет доказательств попытки уничтожить самолет. Однако то, что дроны вышли на траекторию, по которой должен был проходить борт Зеленского, и затем действовали в зоне секретного военного корабля, позволяет рассматривать инцидент как возможную гибридную атаку. Дроны при этом не стали сбивать, не оказалось нужных средств, говорится в публикации. Там также уточняют, что, несмотря на инцидент, визит Зеленского прошел без сбоев, однако при вылете его самолет использовал специальную схему взлета для снижения рисков. Как стало известно, дроны промахнулись мимо траектории подхода самолета украинского лидера, после чего переключили внимание на корабль Эль Уильям Батлер Йейтс, ирландское военно-морское судно, тайно развернутое у Дублина. Дроны действовали в пределах 12-мильной зоны ирландских территориальных вод. Было принято решение не сбивать дроны. На борту корабля не было технической возможности их нейтрализовать. Напомню, в Польше в 2024 году был арестован поляк. По заявлениям Варшавы, он готовил покушение на Зеленского и собирался атаковать Зеленского FPV-дроном. В Польше тогда заявляли, что их гражданин действовал по указу российского ГРУ. Армия Казахстана поднята по сигналу. Переброска войск, взрывы и огонь на поражение. В Минобороны страны выходит с заявлением о том, что задействованы молодые солдаты, которые получили первый опыт в повышенной боевой готовности и военно-морские силы Казахстана. Дивизион разнородных кораблей вышел в установленный район казахстанского сектора Каспийского моря. Контроль подводного пространства, морского порта и полное участие военных десантно-штурмового батальона, на которых была охрана и безопасность объекта. Прошла отработка действий по пресечению диверсионных проявлений. В Казахстане заявляют о масштабных учениях, которые прошли как на земле, так и на воде. Приведение в высшую степень боевой готовности – важнейший элемент боевой подготовки. Он позволяет объективно оценить готовность личного состава и техники в условиях, максимально приближенных к боевым. Военные моряки продемонстрировали высокий профессионализм, оперативность и уверенное выполнение поставленных задач. Спорт вне политики. Внезапное решение, громкое заявление. Россиянам и белорусам открывают дороги в мир спорта уже с нацсимволикой. Международная федерация самбо заявила, что придерживается принципов нейтральности спорта и стремится сохранять единство мирового самбо-сообщества. А поэтому с 1 января 2026 года спортсмены России и Беларуси смогут выступать на всех международных турнирах под своими флагами и с гимнами. В то же время Международный спортивный арбитражный суд признал незаконным отстранение российских и белорусских лыжников от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале следующего года в Италии. Это решение, говорится на официальном сайте суда, позволяет всем спортсменам и членам вспомогательного персонала из России и Беларуси участвовать в Олимпиаде и Паралимпийских зимних играх, но только в нейтральном статусе, то есть не под флагом своей страны. Также в спортивном арбитражном суде напомнили про другие критерии допуска на Олимпиаду. У спортсменов не должно быть, далее цитата, добровольных связей с российскими или белорусскими вооруженными силами или любыми другими национальными структурами безопасности и никаких постов или заявлений о поддержке войны в Украине. Миллионы долларов на борьбу с загрязнением воздуха потратит Узбекистан. 900 миллиардов сумм, это практически 80 миллионов американских долларов, уйдут на модернизацию систем фильтрации и очистки воздуха на промышленных предприятиях, а также на расширение экологических программ и мероприятий. Ситуация в стране накалена до предела. Например, в Андижанской области борьба за чистый воздух приняла неожиданный поворот. Там власти во время экологических рейдов решили уничтожать тандыры, в которых местные заведения пекли самсу. Видео разрушений вызвало бурную критику, после чего хакимиат поспешно удалил публикации, а хаким района получил выговор. Тем не менее, власти объяснили действия борьбой с загрязнением воздуха и санитарными нарушениями. Наказывают и тех, кто готовит шашлыки без дымоотвода.
Усиленные рейды по выявлению источников загрязнения воздуха начались в Ташкенте и других регионах Узбекистана больше недели назад. Рабочие группы, в составе которых представители органов экологии и правоохранительных структур, выявляют теплицы без систем очистки, случаи сжигания покрышек и нарушения в сфере общепита. В частности, в столице к ответственности привлекаются пункты общепита, где еду, шашлык и другую готовят без дымоотводов. Женщине в платке не место в немецком суде. В Германии отказали в работе мусульманке, которая претендовала на должность судьи или прокурора из-за хиджаба. В Министерстве юстиции земли Гессен заявили, ношение одежды с религиозным подтекстом, например, во время устных слушаний, противоречит принципу идеологической и религиозной нейтральности. Возмущенная женщина, пытаясь отстоять право на повсеместное ношение платка и, собственно, работу в судебной системе, подала в суд. Юристка, в свою очередь, не считала это нарушением своих будущих служебных обязанностей и подала иск. Суд, однако, согласился с доводами министерства и отклонил иск. С точки зрения объективного наблюдателя, ношение исламского платка судьей или прокурором во время судебного заседания может расцениваться как нарушение светско-религиозной нейтральности, которое государству приписывается. В Италии, которая славится своими виноградниками, тестируют робота, который может заменить сотни рабочих рук. Кстати, внешне робот выглядит как рука на колесиках. В нее встроена камера, рассказывают исследователи Итальянского института технологий. Управляется эта рука удаленно. По словам ученых, при необходимости робот проводит опрыскивание и может брать конкретную гроздь в ладонь, чтобы проверить на наличие инфекции. И это далеко не все функции. На виноградниках проблема не только в сборе винограда, но и в выполнении различных работ в течение года для поддержания виноградников. Это сейчас серьезный вызов для всех владельцев больших виноградников, потому что опытных работников не хватает. Всем спасибо за просмотр, друзья. Хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.